Добрый день. Собрал металлоискатель Пират. Очень хотелось быстрее проверить его в работе, поэтому сделал штангу из того, что было под рукой, использовал ручку от старого зонтика. Хотя у меня были и полипропиленовые трубы, решил попробовать именно такой вариант. Получилось интересно, насколько удобно, проверив в процессе использования. Добавить подлокотник потом не составит проблем, или распечатаю на 3D принтере, или найду что-то подходящее. Полный вес металлоискателя со штангой получился около 500 грамм. Во время сборки и настройки заметил важную особенность: при добавлении конденсаторов по питанию увеличивается чувствительность. Я добавил 2 конденсатора по 1000 микрофарад, общая емкость получилась около 3700 микрофарад. Но когда попробовал добавить еще один такой же конденсатор, чувствительность неожиданно стала уменьшаться. Поэтому остановился на 2. Проблему с разъемом решил достаточно просто: вместо стандартного разъема 5,5 на 2,1 поставил 5,5 на 2,5. При этом штекер подключения катушки оставил прежний 5,5 на 2,1. Теперь соединение стало более плотным, и проблем с плохим контактом больше нет. С регулировкой громкости пришлось немного повозиться. Из переменных резисторов был в наличии только на 10 кОм со встроенным выключателем, поэтому, используя его, я подключил к нему параллельный резистор на 5 кОм. В результате регулируемое сопротивление уменьшилось до примерно 3 кОм. В будущем планирую заменить этот резистор на подходящий переменный резистор с сопротивлением 1,2 кОм. Для удобства работы добавил светодиодную индикацию обнаружения металла. Теперь можно вести поиск в бесшумном режиме, при приближении к металлу увеличивается яркость светодиода. Возможно, позже заменю этот светодиод на двухцветный вариант. При начальном обнаружении он будет светиться зеленым, а при уверенном обнаружении – красным светом. Модуль зарядки аккумулятора с защитой работает просто прекрасно. Что касается преобразователей напряжения, то наилучшие результаты показал именно тот модуль, на котором я изначально собирал схему. Работа маленьких модулей преобразователей напряжения мне совершенно не понравилась, наблюдались очень большие пульсации. Даже установка дополнительных конденсаторов на выходе не особо помогла, пришлось бы ставить дополнительный фильтр по питанию. Почему же я выбрал именно этот модуль? Дело в том, что он обладает несколькими важными преимуществами. Во-первых, он может как повышать, так и понижать напряжение. Во-вторых, в нем уже присутствует фильтр на выходе, что обеспечивает небольшую пульсацию. И в-третьих, при разряде аккумулятора металлоискателя можно подключить любой внешний источник питания с напряжением от 3 до 30 вольт и продолжить поиск. Именно такую функциональность я и задумывал изначально. Теперь немного о схемных решениях. Генератор собран на микросхеме 555, которая имеет прекрасный встроенный драйвер для MOSFET. Поэтому наиболее логичным решением будет подключение MOSFET непосредственно к третьему выводу этой микросхемы через резистор. Вероятно, первоначально схема создавалась под биполярный транзистор. В этом случае для раскачки транзистора Т2 действительно нужен дополнительный транзистор Т1. Но для MOSFET такое решение не является оптимальным. Настройку устройства производим двумя основными способами: подбором номинала резистора R7 и изменением количества витков на катушке. Остальные элементы схемы я не рекомендую изменять. Особенно если вы не до конца понимаете принципы работы металлоискателя, там все уже тщательно подобрано и исправлено. То же самое касается и делителя на операционном усилителе, также не стоит без необходимости изменять коэффициент усиления, не разобравшись в работе схемы. Единственное исключение, если вы решите применить другой операционный усилитель. В этом случае можно пересчитать номинал резистора R11, который как раз и задает коэффициент усиления операционного усилителя. Конечно, я вполне могу ошибаться в некоторых своих выводах. Если у вас есть замечания или предложения, обязательно напишите в комментариях, буду рад обсудить. Если вы досмотрели ролик до этого момента, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это вам ничего не стоит, а для меня энергия для создания новых роликов. Хорошего вам дня. Практически собрал. Осталось разобраться с разъемом, приклеить Type-C и настроить регулятор громкости. Вот что у меня получилось. Можно включить беззвучный режим. По светодиоду видно, как оно загорается. Точно так же регулятор громкости. Но его надо донастроить еще.